Доброе утро, Кавказ! Доброе утро, друзья мои! Наши с вами приключения по Кабардино-Балкарии продолжаются. Сегодня мы с вами отправляемся высоко-высоко в горы. Я вам покажу, как здесь живут простые, трудолюбивые люди. Мы с вами будем сегодня пасти яков. Мы с вами сегодня посмотрим, как живут чабаны в горах. И прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой. И в путь, друзья мои! Сюда мы с вами вернемся чуть позже, а сначала покажу, как все это начиналось. Как вас зовут? Тамук. Здравствуйте, Тамук. Сегодня мы уходим в горы. Мы будем сегодня чабанами. Да. Как доехали? Спасибо, все хорошо. Это ваши друзья? Это младший брат Марат, это старший сын Эльдар. Эльдар, Эльвира, рада знакомству. Взаимно. Спасибо. Пойдемте сначала в дом. Да, дом заходите, чай, пай, а потом поедем в горы. У меня как раз с собой конфеты к чай-паю. Конфеты там есть, состав. Проходи. Младший сын, Эльвира, рада знакомству. Мурат. Тоже сын? Да. Сколько у вас сыновей? Это средний сын Мурат. Здравствуйте, рада знакомству, меня Эльвира зовут. Проходите в дом. Хорошо. Ой, у вас здесь. Не надо снимать. Нет, Проходите. я не могу так. Проходите. Ассаламу алейкум, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. Жанетта, рада знакомству. Здравствуйте. Эльвира. Проходите, садитесь. Я хозяйка. Это младшая. Это ваша жена. Да, Проходите. Спасибо. проходите. Эльвирка, проходите туда. Это что вы готовите? Вакуумы? Да. Это балкарское блюдо, да? У всех есть. Смотрите, как здесь выглядит вакуумы. Я очень много слышала о них, а пробовать буду впервые. Вот такие пустые пышечки. Это называется лакумы. Лакумы, да, правильно? Лакум. Лакумы. Через А. Лакумы. Эльвира, проходи. Вилка мерче. Да есть свои вилки. Мы сегодня находимся у балкарцев, правильно? я Да, понимаю? в селении Дизинги. Мы вам покажем сегодня наше хозяйство, значит, племенное хозяйство, горно-альпийский называется. Там у нас яки есть, лошади, крупный рогатый скот, овечки, козы. Сегодня я ваш маленький помощник буду. Давайте попробуем мясо яка. А сами какое мясо любите? Как? Як, да? Любим яка, да. Это чисто экологически считается. Ну да, это... Ну, это и говядина, и баранина тоже. У вас, наверное, в этой части все мясо является экологически чистым. Ну да, Примерно, да. пасутся высоко в горах, наравне с курами. И это альпийские, субальпийские луга. Все лекарственными травами питаются. Кроме соли мы им ничего не даем. У нас во времена Союза мясо говядина стоило тогда 6 рублей 24 копеек, а яка мясо 7 рублей 15 копеек. Дороже стоило, да? Дороже, на 91 копеек. А дороже. сейчас мясо яка дешевле, чем говядина. Да. Бисмилляхи. Пробуем мясо яка. Но оно такое плотнее, чем говядина, да? Да. Мясо ничем не пахнет. Ничем не... Это очень чистоплотный, гордый, очень такой чистоплотный скотина, это як. С орлыками называются, орлыки. Если выбирать ягненка молодого, Як все равно. як, да? На каждый день як, да. Не як. А ягненок по праздникам? Да. Ну, жиром попробуй. Вместе мясо. Я люблю Тут жир, холестерина нету. Отличное Да, мясо, да, да. мягкое. Посмотрите, на волокна распадается мясо. Вон. Очень вкусное мясо. Ну что, мы будем угощаться? Хорошо, плотно позавтракаем и отправляемся в город. Аллах айтса. Вам сколько лет? Мне Да. 67, 8 идет. Я с 58-го года. 67 лет вам. А вам? 70-го. 55. 55 примерно, да. А сыну? 36 будет в ноябре 25-го. Хачину у нас тоже традиционное блюдо, которое подают в Кабардино-Балкарии. Это пресная лепешка, внутри начинка зелень и сыр, да? Зелень, да. Ботва. А, это зеленью. Да. Сыр и зелень. Обязательно хачины смазывают большим количеством масла. Вкуснота какая. Макать туда, Эльвира, Макать, на да? масло. Да. Только этот, не запачкайтесь.
Такой мы любим, конечно. Мое самое любимое блюдо — это хачины. Халал болсун. Спасибо. Я за это и люблю Нальчик, за хачины. Кабардино-Балкарию обожаю за хачины. Самые вкусные в мире. Вы много раз, наверное, приезжали, да, сюда? Да, я первый раз приехала в 2017 году, и я влюбилась в Кабардино-Балкарию. В том числе за вкусные блюда и за хороших людей. Лакумы — это у нас вот такие вот пустышки. Пирожки с воздухом, внутри дырочка. Ой, я люблю Чай, жареное кофе тесто. с лакума. Келин Малайда на Баркуткова. Вы лошадей любите, да? Да, я с детства любил лошадей, сыновья тоже. Все картины лошади. Огромное спасибо, до свидания. Все, прощаемся с хозяйкой дома и уезжаем. Счастливой дороги. Вот это селение Безинги находится над уровнем моря 1500 метров. А сейчас мы еще выше уходим. Да, мы, где Кашара наша, там Да. уже 2200. До перевалов 2750. Почти 3000 метров над уровнем неба. там, вот эту дорогу мы несколько лет тому назад с Зуфаром вместе сделали. Сами прокладывали, да? Да, этот Хитачи, троюродный брат Эльдар Кучменов с Карасу приехал на Хитачи, он 2 дня здесь мучился. Вот здесь очень твердые скалы были. Он еле-еле пробил здесь дорогу. Во сколько Отец, лет вы начали ходить уже в горы? лет 7-8, вот так. После армии я уже животноводом стал. До армии еще животноводом стал я. Чабановал. А потом вот в 83 году яководом стал. То есть вы 42 года уже яховод? Да. Ого. Эти 2-3 года, конечно, не в строю. А так очень хочется и на лошадь садиться. Я по-любому дома не лежу. Из дома убегаю, то вниз, то вверх. Сюда приезжаю. Я даже когда не мог сюда приезжать, я им говорил, сфотографируйте все, снимите, принесите мне. Да? Да, я когда долго их не вижу, просто скучать начинаю по них. Дожди размывают, когда сильные дожди идут, и камни открываются, вот эти горяные камни, и тяжело ехать. И тут не подсыпешь, как-то вот не получается. Слишком большой этот горка, подъем, и никакой там подсыпка не будет держаться. А что, нам кто-то еще откроет? Это у нас рабочий Леха. Ага, открываются ворота. Здоров, Леха. Здорово, Леха. Мы с вами доехали до Кашары. Доброе утро, здравствуйте. Что там стоите? Леха, где овцы, где козы? Здравствуйте, доброе утро. А не накормили, да, еще? Вас зовут Алексей? Да, С чего утро у нас начинается? С кормежки? да. Да, первым делом мы идем с вами кормить овец. Меня Эльвира зовут. Посмотрите, кони уже глядят в окно. Конь в окно глядит. Уже готов. А вам, Мурат, сколько лет? 33 будет скоро. 33? Да. У вас каждое утро начинается с коня, да? Ну да. Сын тоже со своим транспортом? Тоже в горы? Да. Все, 2 сына уезжают собирать скот. Ладно, подержим. А вы что кричали? Вы что кричали? Да собаку останавливай. Всем хорошего дня.
коня. Такие резвые кони, да? А сами вы тоже скакали на конях? Да, да, да. Со скольки лет? С 8. А дети? Дети из 3 класса. Сыновья отогнали в горы баранов и возвращаются. А вот теперь пришло время техосмотра. Да. Очищают хвост от репейников. Это для наших телят? Да. Ага. Идемте с вами будем кормить телят. А вы корма покупаете или сами заготавливаете? И сами заготавливаем, и покупаем. Пеночек, 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 пеночек. Тена, смотри, как бегут. Тена. Это абердин-ангусская порода. Где она вообще изначально положила свои корни? Вообще-то из Южной Америки, что ли. Абердин-ангусский телок. У вас здесь все мясная порода, да? Вы Да, все да, выращиваете на мясо. Да. Ну, есть и шведская порода для молока. Мясное направление. Головейский порода это очень выносливый. Зима здесь очень суровый бывает. То есть ветры большие бывают. А снег есть? Снег тоже бывает. Но редкость. Бывает вообще-то. Ильдар, во сколько лет вас папа привел на пастбище? Во 2 классе. И что сказал, теперь, сынок, вместе будем, да? Да. А на лошадь в каком классе посадил? Еще раньше. Еще раньше? А мне, говорит, в 3 классе всех посадил. В 3 я уже скакал. Да? В 3 классе он скачку в районных скачках. На ветеринара вы пошли учиться, это было ваше желание или отец настоял? Не, это мое желание было. Любил животных, лошадей, поэтому хотел лечить. Вы кормите сеном и комбикорм, да, еще? Да. Подсыпаете. Сколько стоит комбикорм в Кабардино-Балкарии? 15 рублей мы привезли. Килограмм 15 рублей? Да, 13 тонн для начала привезли. 15 рублей стоит килограмм комбикорма в Кабардино-Балкарии. И когда вы их начнете продавать, вот это когда они отпилили? Мы их для племя оставили, Ага. и их не будем продавать. Это какой возраст? Ремонтный. Это 8-9 месяцев. 8-9 месяцев, да, этим телятам? Откуда у вас любовь к скоту? Ну, любого горца, любого балкарца, наверное, это от родителей идет, наверное. Да? Балкарцы вообще-то трудолюбивый народ. И всю жизнь они связаны были со скотиной. Вот тому говорит, даже когда я не мог из дома выйти, я говорил, принесите мне фотографии моего скота, да? Да. Вы сколько лет уже на коня не садитесь? Лет уже 3. Как в аварию попали, вы больше на коня не садитесь, да? Нет, пока нет. И еще, вы говорите, пока нет, вы еще планируете? Да, если Всевышний даст, есть такое намерение. Телята, куда я не звонил, 100 тысяч. А, вот такой вот теленок 100 тысяч рублей стоит. Один теленок 100 тысяч. Давайте в сравнение. А простой теленок, не головейской породы, сколько стоит? Они 50-60. В 2 раза дороже. Конечно. Куда остался у нас, но если, наверное, вытащим, берем. Когда камолы, это однотонный, когда очень приятно, и хотим со временем применить их тоже. Ага. Смотрите, сейчас сыновья седлают лошадей. Сейчас вы уже в горы собрались за яками, да? Да. Для чего вам рация? С кем вы будете разговаривать? Между собой. Мы просто пойдем разные стороны. И поэтому, чтобы связь держать, если я На какое пространство держит? на 10 километров. 10 километров, Да, нормально. 15 километров. Давайте я вам покажу, как выглядит сумка чабана. Вас можно сейчас назвать чабаном? Конечно. Да? Как выглядит сумка чабана? Обязательно у него бинокль есть, чехол для бинокля, рация. Где нож? Нож нет. Нож нету? Вот у него есть. У кого? Вот. У вас? Нож у старшего брата. У каждого должен был висеть нож, я их за это постоянно ругаю. Да, то есть вы говорите, чтобы у сыновей всегда был нож, да? Конечно. Оружие тоже, не то, что Полностью экипировка должно быть при них и нож, и кнут.
и Да. бинокль. Так должен выглядеть готовый Да, чебан, да, да? да, да. Вот, посмотрите, шапка теплая есть, кнут у нас есть, Нож висит. нож, бинокль, все есть, конь есть. Все, всем хорошего дня. Вам. У кого самый дорогой конь? У старшего, младшего, среднего? Олай вот у Мурата, у среднего. У среднего? Это у него табуны закровленные, разные, вот, все хорошие. Ну, мы Они сами лошадей- выбирали, да, какой конь кому Да, да, подходит? с табуна сами выбирают, я тоже помогаю им. Какие там породы вы сказали? Разные. Английский, орловский, арабский, каких я жеребцов не запускал. Орловский рысак, карачаевский, кабардинский. Каждые 3 года меняем жеребцов. Кровь меняете или? Да. Они не должны покрывать своих Да. дочерей. Каждые 3 года надо жеребцов. С одного косяка в другой, с Если- другого на другой. Если менять. своих дочерей покрывают, слабые они будут Да, или да, мутация? очень слабые будут. Это вообще Имитация не положено так. Ну, мутация, Родственный инвалидность, кровь не вот. должен- Да. Ага. То ноги кровью пойдут. Здесь в горах сотовой связи никакой нет. Есть здесь Wi-Fi работает. Wi-Fi? Да. Wi-Fi есть. Мы с вами доехали еще до одного пастбища. Давайте я вам покажу. Вот это у нас головейская порода. Какой возраст у него? 3,5 года. 3,5. Какие у него ножки-коротышки. Сёк. Вот это гибрид хайнак называется. Вот от это который- коровы и от яка родившийся. Вот это наверху, да, которые идут? Да, С рогами. С рогами идет. Взгляните, вот это гибрид як коровы. Какие трудности у чебанов здесь бывают? Абсолютно никаких трудностей не бывает, можно сказать, когда человек не ленится, любит свою работу. Ага. Очень много волков участились. Вот ими мы боремся всю жизнь. Мурат, мы видим у вас здесь яки. А то, что я в красной одежде, они как-то реагируют или им абсолютно барыбер? Не, они на одежду особо не влияют. Просто когда чужие люди подходят, они по запаху определяют, Ага. кто чужой, кто свой. Но они же очень угрожающие, устрашающие выглядят, эти рога. А бодаются, нет? Бывает, когда в загон загоняем. Мгм. Допустим, если один остался в загоне, он может напасть на человека. Может, да? Да. Ну, они такие массивные, да? Эти гибриды вообще, да, они большие. Ну, то есть их можно считать агрессивными или нет? Относительно, можно сказать, что 50 на От настроения зависит, короче. Не угадаешь. Хайван есть хайван, да? Я их хвалить никогда не буду, по-любому Кого, сыновей не будете хвалить? нет, ни в коем случае. Если они это услышат, они будут расслабляться. Подъем делал с Тюмени, с Китая. Я говорю, до скольки будете спать? А ну-ка, подъем. Да. Сколько вас можно будет, говорю. С Китая сыновьям звонил и говорит, сколько вас будить буду, а ну подъем. Там 5-6 часов разница была, я звонил. Если я умру, говорю, вы переметные суммы будете на плечи кидать и попрощайничать ходить, если так будете себя вести. Старшему сыну 35 лет. За это время сколько раз вы его хвалили? Ни разу. Когда маленький хоть был? Когда маленький был, да, может, и говорил. Может, а может и нет. Но, как говорят, у нас есть такая поговорка у балкарцев. И жену хвалить нельзя, и коня хвалить нельзя, а детей тем более. Да? Да. Где бы мы ни встретились, даже братья друг другом не здороваемся при людей. Не На здоровайтесь? похоронах, да. Со Уважение всеми другими большое, уважение он очень. может подойти поздороваться, а со мной нет. Младший брат должен подойти со всеми поздороваться. Если даже со мной будет здороваться, он последним должен со мной поздороваться.
Я первый раз услышала о таких традициях, я не знала, что такие существуют. А жена, например, с вами здоровается на улице вот как-то? Ни в коем случае. Нельзя? Нельзя. Даже вот на машине едем, жена должна сзади сидеть. Ага. Никогда рядом не должна А если вы сидеть. едете на машине, жена идет, вы остановитесь? Ну, можно остановиться. Но да. еще не думали об этом основательно. То есть с женой, с братьями вы на улице здороваться не будете, где есть люди. Если никого нет, вы поздороваетесь. С женой нет, с братом можно. А так уважение друг к другу есть. Я с сыновьями, братом всегда, когда вот планируем что-то делать, например, женщины не услышат наш разговор в отдельную комнату и планы составляем завтра, что делать. А вот смотрите, вы своим сыновьям звонили из Китая, из Тюмени. Вставай, сколько можно спать, уже пора вставать. Вот сейчас прошло время, это, наверное, вы давно звонили, когда им лет по 15-16 было. Вот сейчас они уже взрослые мужчины. Взрослые, они сами без меня тоже Сейчас- справляются, знают свое дело. Сейчас они нас не слышат. Вы можете сказать, что вы гордитесь своими сыновьями? Ну, как сказать, если мы живем ради своих детей, Да. конечно, и горд, и рад всему своему народу. У нас в селе все друг друга уважают. Когда свадьба, весь селом поддерживают, когда траур, горе тоже. Всем селом так же, скорбят? Да, скорбят, помогают друг другу. Это очень хорошие традиции у нас. Тактично ушли от вопроса, гордитесь ли вы сыновьями. Он говорит, я народом своим горжусь. Да. Ну, ваши сыновья тоже народ. У вас телочки есть, да, я вижу? Это дойная корова. Они сейчас уже перестали молоко давать, А отдыхают. кто доит? Здесь электродойки есть у нас. А у вас много что ли сыновья. дойных коров? Да, 6-7 голов Сыновья доят, да? сыновья доят. А ишаки вам здесь для чего нужны? Да я вот тоже любовь Тоже к не ним, поняла. я на них вырос, и чтоб в селе дети тоже, чтоб на них катались, научились, Ага. потом, чтоб на лошадях твердо держались. Вы тоже любите ишаков, да? Да, Я тоже люблю ишаков. Говорят же, ишак харам, работа халяль. Здесь мы с вами скот накормили, теперь отправляемся раздавать якам соль. Да. Но это взрослая скотина, еще пока мы не кормим, телят только кормим, а их начнем, как снег выпадет, Да. тогда уже начнем сено давать, комбикорм давать Ага, начнем. подкорм делать. Пораздавал 6-7 голов остался. Ну сколько? 1020-30? Да, я по 10 тысяч их тогда. Вот я хотела сказать, кого цена 10 тысяч должна быть ишаков. А так по Авито смотришь, они и по 20, по 30. Сколько у вас вообще голов скота в общей сложности? Если все вместе посчитать, Да. и яков, и лошадей, около 2000. Сыновья даже не успевают. Хорошо, что Ирина, Алексей Помогает. тоже сильно помогают. Ага. Я им плачу, я сказал. 3 сыновей построил, и Леха там, я говорю, Всевышний на нас свидетель смотрит, говорю, я тебе дом куплю. То есть вот у вас Леха и Ирина работают, вы им сказали, дом куплю? Да. Ничего себе! Ну, Леха уже 6-й год у нас работает. А когда дом купите? Аллах айтса, вот через пару лет, вот даже хотим уже поехать, посмотреть дом. Все, вы уже начинаете искать дом Лехи. Да. Это Он достойно очень уважения. добросовестно относится к работе. Вы видели, да, на ферме был Алексей и Ирина, муж с женой. Они работают, получается, у Тамука, и он им сказал, дом куплю. Обязательно это надо сделать. Сыновья говорят, Пулай, наш отец больше уважает Леху, чем нас. Так Я говорят говорю, сыновья, да? Да, а я говорю, слушайте, вся трудности на его плечах лежат. Здесь тоже размыло. Ага. Ну сейчас Линия. уже везде идут электропастухи, да, уже сами идут Да, это очень хорошая Да, помощь. да.
Дай сюда, дай, они тебе мешают. Ой, ой. Мы с вами доехали. Сейчас будем здесь ждать, когда пригонят сыновья Яков. Да. Смотрите, какие шикарные виды у нас открываются. Это вы сказали пик Комсомол, да? Какая у нас здесь красота. Здесь вечные снега, да? Вечные снежные там шапки у вечные гор. снега, да. Вообще, откуда у вас появились яки изначально, самые первые? А это завезли чеченцы, 70-е годы. Ага. Наш председатель Чучаев Салех Кайтмурзаевич, он Чучаев, как у Зуфара фамилия? Да, однофамильцы. Ага. Он трижды был у нас председателем колхоза «Путь к коммунизму». Царство небесное, его уже многих в живых нету. Он туда ездил, как он мне рассказывал, в Чечено-Ингушетию ездили этими яками, поинтересовались, спрашивали, расспрашивали. Потом идея пришла, говорит, поехать в Среднюю Азию, оттуда яков завести. Так как все равно овцеводство, крупный рогатый скот нерентабельно, тяжело держать. А в этих горах, если яков содержать, и затраты меньше будут. Сейчас углядим, где сыновья. Да, посмотрите вокруг. Дайте этот. Так, ищем, где сыновья. Они за перевал уже Но не видно. А вот этот за бугором Эльдар, он на Каргашильский хребет поехал. А у нас рации нету, да, связаться? Есть. Да? Есть. Давайте Есть. свяжемся. Эльдар, прием. Не воет. Эльдар, прием. Только у него рация? У всех троих. Қалайда барасыз, Эльдар, где вы находитесь? Көргенек, сен отдельно туда қара сыртлаға поднимаешься. Су башына затқа да қарағыздағыза келгіз. Они с той стороны будут гнать. Папа даже на расстоянии от детей, без телефонов, без связи, раздает указания в горах. Туда иди. Мурат, Мухаммад, прием. Что там у вас? Көр аламсыз якланы? Видны они? Все. Ары чуңур немеге бодур кугайырды өттүгүздары салкын туппургада карагыз. Андан бери айландырып култушланын ичине да тыңылы карай. Чуңур устават була бери өтө келсеңиз, биз булайда мукал артындабыз. Соралайга ол берүүчү жер бизге тузун элтип беребиз, Аллах айтса. Как поняли? Прием. Это хребет Каргашильский, это Шхальдиген. А во сколько лет вы женились? В 30 лет. Сами нашли по любви или родители ищут? Как принято у балкарцев? Кто как может. А у вас как смогли? Да, это так. Познакомились. По любви, получается. Не скажу. Не скажу? Не говорит, смотрите. Неудобно это все говорить. Кстати, да, почему-то я задаю вопросы, мужчины не могут на эти вопросы здесь отвечать. Отвечать-то можно, но стесняемся. Такие вещи Сколько у вас детей? не разглашаем. 3 сыновей, 1 дочка. 4 детей, да? Да. Дети все женаты? Все 3 сыновей женаты? Нет, младший еще нет. Сколько лет младшему? 30 лет вот недавно, 7 ноября исполнился. Ага. И что, как будете женить? Он сам себе найдет невесту Да, или мама ищет? С ним тяжело. Тяжело? Насчет этого вопроса. Пускай сам поищет, найдет. Получается так. Жена начала искать ему невесту, девушку там, фотографии Да, они, приносить? Что толку, что они ищут? Он, наверное, думает, что с неба с него Невеста упадет, да? упадет. Все ругают меня, почему брата держишь, не женишь Сколько туда-сюда. вам лет? Сколько я 50? с ним мучился. 54 будет. 54. Получается, у нас есть балкарский холостяк, 54 года.
Да, есть. Задумался? К сожалению, Задумался, еще ну, есть. может быть, будет. А вы считаете, в каком возрасте надо жениться? Вот вы сами в 30 женились. Во сколько лет нужно? Я Может, тоже 25 запоздал. самый нормальный. 20, Сколько? 25 лет. В 20? 25 лет. Рано же еще совсем дети. Ничего, зато дети взрослые будут, ему потом легче будет. Ой, УАЗик, смотри-ка, вездеход, да? Ой. Когда купили УАЗик? Это недавно осенью купили. Видно, что новый УАЗик. Со Ставрополя пригнали. Какой У нас год? их три УАЗика есть. Какой год? 19-й. А сколько стоит? За 700 тысяч купили. 700 тысяч. УАЗики, если их еще производят, свяжитесь со мной, подарите-ка мне один УАЗик, завод УАЗиков. Конечно. Радиатор açma. Başımla barat. Ol kırış. Dur kaç. Kırışkanı başımla barat. Meray tanıtım. Мы закипели. Taptı. Антифриз весь кипит. Şkif. Çıkıp dura pompalı. Şkif mi çıktı? Vav. Что говорит? Эльдар, прием. Мухаммад, прием. Muhammad'ın savunmalılar, bulurlar, vakit burada. Лепсаржанна мы. Мы с вами доехали до места, куда пригонят Яков. они, Как он мы уже можем это стоп. понять? По огромному количеству Вон там, видать, какашек. уже этот, наш. Сейчас посмотрим, где наши ребята. Ama tavsışma zorlaya kaynak. Друзья мои, я сейчас очень четко и ясно вижу прекрасную картину, как вы все нажимаете лайки. Все, кто не нажал лайки, я каждого вижу в вашем доме. Кто не нажал мне лайк, Ha uşkif beri alıp. УАЗик со мной связывается и дарит мне хороший УАЗик. Спасибо, черный такой, новенький, хорошенький. Я вообще много чего вижу. Я вижу ваше прекрасное будущее, что у вас у всех будет все хорошо. Так, на сегодня предсказаний от меня хватит. У вас зрение хорошее, да? Да неплохой, но они раз показали, сейчас не видно. А вон там, да, вон. да. Вообще сейчас существует такое, что воруют скот ваш? Нет, А когда такое мало, было? очень мало таких случаев бывает. По сравнению с теми годами. С какими теми? 90-е годы, 2000-е годы. В 90-е воровали, да? Это очень сильно. А сейчас уже вот это все перестало. Сейчас уже воровства нету. Нету, можно сказать. Эту соль вы, получается, должны раскидать по ямам, да? Да. Разломаем. А чем здесь будем ломать или в ямах? Здесь. На сколько ломать? Это на 2-3 штуки. Нет, обухом. Сзади. А, вот так? Да. Просто посередине. Да. Вот так. Получается отлично. А, вот так надо? Разницы нету, вы тоже нормально работаете. Хотели поехать на КамАЗе 3 мешка, 3 тонны привезти. Времени не хватило. А так вот завтра или послезавтра поедем, соль привезем Ага. и в рассыпную будем раздавать. Орлы нападают, да, на телят? Да. Мы сейчас будем раскидывать нашу соль по ямам. Ямы здесь уже у них готовы. 4 раза мы здесь раздавали. Так, раскидываем в каждую ямку по куску. Так. Для чего вообще якам нужна соль? Витаминные минералы, и когда они соль кушают, Да. хорошо пасутся, хорошо вес набирают. Akret nas.
Раньше турам тоже раздавали охотхозяйство, а потом запретили. Говорит, нельзя, говорит. А дальше туда. Вот такое вот у нас с вами, друзья, утро выдалось. Ой, холодно, смотрите, руки замерзли. В горах вообще холодно. Эльдар, прием. O başımla kara sırtlağa tizilip ötüp barğalla yatlab olur, layla atlamırla. Harika. Uçak, kayanı başlıkla yaklanır. Numabla için kara sırtını alıpla ötüp barallar, ol taşlı sırtını alıpla kara sırtla ötüp barallar. Sen ayt kalla kaydıyla. Alay gösterip başlasın kaya başım alayları. Вообще холодно. Kaya başı vay vay blayda yönge taşlı sırttan boşu kasyak жылқы bir bare жылқыны başı bula. O karlan etegi bile ötüp barallar kara sırtlağa. Как назло шкив полетел? У нас шкив полетел. Уазик, свяжитесь здесь. Помогите. Шкив принесите. Уазик, непорядок. Уазики, вы слышали нас? Свяжитесь с нами. Мне Уазик, тому шкив. В каком году, вы говорите, балкарцев выселяли, было переселение? В 1944 году, 8 марта. Было переселение балкарцев, да? Да. Которые могли оружие держать на руках, они были на фронтах. Здесь были старики, женщины и дети. Куда переселяли? Куда люди уезжали? Среднюю Азию и Казахстан. Ну, Средняя Азия, все, Узбекистан и Казахстан. Да. А все вернулись на свои родные земли? Нет. Там по дороге очень много погибло, и дети, и старики. Не вынося вот эту дорогу, голод, холод. Голод, холод, болезни же. Да, там тоже очень болезни большие были. То вода не подходила, то климат неподходящий был. Сюда, наверное, нагрузка большая не бывает. Пластмасс. Она отслужила свое. А руки не пачкают. Разве работой руки запачкаешь? Очень многие не знали, что их народ выселяли. С фронта вернулись. Пришли, а села, аулы опустошевшие. Вообще это трагедия очень многих народов, когда их выселяли, изгоняли. Да, карачаевцев, чеченцев, чеченцы, ингушети, калмыков, балкарцев, крымских татаров. Короче, то ли 12, то ли 14 народов они выселяли. Вы где в армии служили? Я служил на финской границе. Какой год? 77-79 годы. Может, кто-то из сослуживцев вас увидит? Может, вместе с кем-то служили? Узнать? А с Астрахани очень многие были, с Волгограда. В общем, отсюда, с нашей республики, чеченцы, ингуши, осетины. Ну, по соседству служили, конечно. А так, со всего Союза мы служили, ребята были. А вот вы дома разговариваете на балкарском языке? Только на балкарском. Я всегда говорю, свой язык знать надо обязательно. Обязательно свой язык, своя культура, да. Свои обычаи, если мы забудем. Манкурты? Если какой этот? Если мы забудем свой язык, свое прошлое, мы манкурты. Человек, не помнящий своего прошлого. Чингис Айтматов вообще мое самое любимое произведение. Вот эти места, даже вот эти места, вот эти скалы, горы, пастбища, все должны знать имена по названиям. С кем я работал, Рахаев, Жибриль, Аттоев, Хасан, старики. Они давно в иной мир ушли, они мне многому учили. Отец учил вот эти все названия, и мы должны расписывать. Радиатор. Қалай? Радиатором бурый был.
Это же говорит о патриотизме, это же говорит о любви к своей республике, о любви к своей работе, к своему народу. А вот сейчас вы своим детям говорите название каждой горы, каждой речки? Обязательно. А дети ведут ли записи? Вот вы говорите, надо было мне записывать. Я сам записи, вот мне сверху сказали и старики, и другие. Каждую местность напиши. Детям передавать отсюда будете эту тетрадь? Обязательно. Я многим и Зуфару передам одну копию. Ага. Одну копию там этот Алиянаев, альплагер, начальник альплагера. Ему передам. Еще в школу, директору школу передам. И обязательно сыновьям раздадите? Обязательно. А есть у вас какая-то вот мечта? Да, о чем можем мы мечтать, чтобы народы хорошо жили, на земле мир был. Всем люди мирного друг друга неба уважали, хорошо жили. У каждого свои дома, семьи и машины, чтобы и, конечно, работали. А если вернуть время назад, вы что-то бы поменяли в своей жизни? Я об этом много раз сам себе тоже вопросы задавал. Ага. Может быть, и поменял бы. Свою профессию бы поменяли? Нет, Никогда. никогда. А вот вы сказали, вы своих детей никогда не хвалили. А ваш отец вас хвалил? Редкий случай. Редкий случай. А вы помните, за что вас отец хвалил? Вот хоть один случай. Больше ругал, чем хвалил. И вы также с сыновьями? Да. Мы своих родителей, конечно, где-то очень ценили, где-то обижали. Вот это жалею сейчас об этом. В молодости все равно так, как надо было, не могли на них внимание уделить. А надо было. Вот сейчас об этом я часто задумываюсь и жалею. То есть, если вернуть время назад, вы бы изменили отношение к родителям, Конечно. больше внимания? Да. А с вами в доме кто остается жить? Старший сын? Нет, старший отдельно живет. А кто будет с вами жить? Средний тоже сейчас скоро переселится в свой дом. Мухаммад Младший оставляете? Мухаммад останется. У вас принято младшего оставлять? Да. Ребята, прием, прием. У них рации сели, по-моему. Если хорошо крикну, и так достану. Да? Эу! Сзади еще выходят из-за перевала. Ага. Слышите? Да, кричат, гонят. Да. Теперь это не нужен. Бесполезно, они не отвечают. Куда сбываете мясо? Куда продаете? Ну, вот в этом году 140 голов ушло с соседнего ущелья. Ага. Гудуев Муса выкупил 140 голов. Вы что, всех для по именам разведения. знаете? Кто разводил, кто купил, куда Да, продал? да. Цена яка килограмм, давайте. Килограмм мяса стоит 450 рублей. А на когда сегодняшний живым день. весом продаете? А живым весом 225 рублей, вот так. Вдруг кому-то вот понадобится, будут знать, что у вас покупать. Надо быков. Я хотел вот поехать с осетинами. Мы 3 года им тому назад продали 200 голов. Сейчас вы видите, что сюда пригнали стадо яков. Здесь мы везде раскидали соль, и они уже знают свое место, свои ямки, подходят и лижут соль. Рассмотрите, как выглядят яки. Огромные-огромные рога, сами невысокого роста, густая шерсть. Вернулись наши чабаны. Где ваши рации? А что не отвечаете? Мы кричим. Наверное, расстроили там каналы. Каналы порастраивали. Все стадо пригнали? Это половина. А, мы УАЗик сломали. Молодцы. Вы чинить умеете УАЗик? На лошадях поедете, братан. Поедем? А вы когда своего
уже вывозить в горы, приучать? Уже пора. Все, уже будете начинать? Мне отец ваш рассказывал, что он даже когда в Китае был, он звонил вам и говорил: вставайте, сколько можно спать. Если меня не будет, вы будете нищие, пойдете по миру, да? Да, там часто говорят. А ваш папу просыпали? Никогда? А вот вы хвалите своего сына? Тоже нет. Пакет. Не кусается? Сколько лет вы на ней уже обскакиваете ехать? Вот вы самый младший, да? Да. Вас хвалил папа? Никогда. Нет? А у вас, Мурат, дети есть? Есть? Сын есть? Нет. Девочка? Дочки. А дочку хвалите? Да. Хвалите, да? Дочерей можно. Да. А когда сын будет, будете хвалить? А вряд ли, не знаю. У нас не принято хвалить. просто. Не принято? Да. Ну да, ваш папа рассказал, Это- что даже не здороваются братья. Своего коня и жену, детей хвалить, это по нашему обычаю. Это как хвастаешься, да, Да, будет, если да, да. хвалишь? Чем скромнее человек, тем лучше. А у вас у коней имена есть? Да. Как вашего зовут? Сухарь. Сухарь? Да. Да вы прям любите своего коня. Да-да. Да. Заделают? Характерная, ладно. Ішке бұрыңыз, мабылайда біз береншке көз тұрып ұстауат табаке, бұра келгіз. Вот это один косяк идет. Получается, это у вас был канал расстроен? Ребята Да, не да, виноваты? Нет, ребята не виноваты, и у меня в кармане расстроился. У вас ат или желка? Жылқы. Желка, как у А, казахов? это. Очень красивый окрас вороной. Почему такой выбор? Почему у вас все Да, у меня и буланных много было, и сейчас есть 5 косяков остался. 90 голов продали, еще 120 голов остались. Это какая порода? Это кабардинская порода. Arada et salvandan çıkargan. Et gizalayga dot. Ketergi yılanı. Çay, kofe var mısın da? Al. Tuzu var mı? Tuz suyan. Var. Allah'a koyayım. Koçandan Allah'a. Чуть-чуть. Хорошо. Чтобы быстрее согрелся. О. Ну, нормально, положи, чтобы она туда-туда. Мясо яка. Сейчас на шашлык готовится.
Ячонка подай. У меня что, будет собственный ячонок? Конечно. Так и назовем Эльвирка. Пусть Да, у вас в да, стаде да, бегает. да. А вот вы сделали шашлык, только мясо нарезали. А солить, перчить не будем? Я засолил уже. А, это соленый, да? Да. А Только перчить? соль, перец? Да. Ну, перец тоже на усмотрение, а так на свежее мясо, на шашлык только соль добавляет. Получается, вы считаете, что для шашлыка, для свежего мяса надо только соль? Да. Больше ничего не надо? Ничего не надо. А когда кушать, уже уксус, перец или что-то Ага. на свое усмотрение. Да. Yok hadi şurada. Bak tam bagajda da koy tam. Konfeti. Elmira bak. Чисто такой горский шашлык. Какой? Горский. Горский? Да, да. Ну да. Пацанский. А у вас когда-нибудь в Кошарах девушка была? Не, женщины приезжают, конечно, время от времени. Гостиницу приезжает, да. И гости бывают постоянно. Вы для чего здесь вообще построили гостиницу? Ну, гостевой домик. И туристов скоро будем приглашать. И для себя, как, Отдыхать. да, допустим, если, да, например, когда у детей каникулы, чтобы приехали там, семьей, А ваши дети сюда приезжают? конечно. Да? Посмотрите, здесь они построили гостевой домик. Высоко-высоко в горах, как выглядит гостиница. Посмотрите, здесь заходишь, вот такая вот большая комната с огромным обеденным столом, который мы сейчас, конечно же, накроем. Поднимаемся с вами выше. Здесь я вижу кубки. Это чьи кубки? Это Мухаммада кубки на скачках, которые выигрывал. Мухаммад — это у нас младший сын. Да, да. А когда последний раз участвовали на скачках? В прошлом году. Еще будете участвовать в скачках? Посмотрю. Обязательно. Сколько цена вашему жрецу? Ну, последнего покупали за 200. 200 тысяч рублей. 3000 долларов, ага. С тех пор он вырос и изменился в лучшую сторону. Насколько он вырос? Ну, как сказать? 500 000 стоит? Да, стоит. Больше стоит? Не, 500 000. 500 000, да, цена? А вы сами себе покупали или вам отец покупал? Это же большие деньги, 200 тысяч. Ну, отец покупал. Подарок. Да. В комнате есть все, что необходимо. Вешалки, кровать, стул. И, конечно же, здесь у нас есть печь. Для тепла. В горах очень холодно. Так, мы с вами посмотрели. Что, у вас прям сюда туристы приезжают? Да. Как вкусно пахнет? Чем пахнет? Елками. Ой, вкусно. Умудрились построить гостиницу. Но ваш папа сказал, лучше бы Кошар построили, чем и гостиницу. Молодцы, даже санузел сделали, туалет, все внутри, душ. Вода горячая есть? Да, вот уже через бойлер. Еще одна комната. А сколько стоит гостиница сутки? Это не ко мне. Кому надо обращаться, сколько стоит гостиница? Мурату. Мурат, он здесь главный, да? Ну, типа. А, типа Мурат главный у нас. Он все расценки знает. Да. А у вас вообще были здесь туристы? Да, конечно. Сейчас мы спросим у Мурада, почему. И... Ну, их отец сказал, лучше бы мне Кошар построили, чем гостиницу. Еще как мне нечего делать. Вот еще одна комната. Молодцы, конечно. Вот такая вот гостиница высоко-высоко в горах, где нет ни связи, ни людей, ничего, только горы, яки, кони. А что, у вас здесь 2 этажа? Да. А сколько денег ушло на постройку гостиницы и сколько времени? По времени где-то около полгода. Если вдруг вы когда-нибудь захотите пожить, как я, высоко в горах, то обязательно приезжайте в эту гостиницу. Сейчас мы еще цены узнаем у Мурада. А кто прибирает у вас? Женщин у вас здесь нет. Кто здесь убирается? Привозим женщин. Привоз? Сами не убираетесь? Бывает. У вас цвет глаз такой зеленый-зеленый. Глаза какие, да, зеленющие. Желаем вам много туристов, Спасибо. чтобы деньги лились рекой к вам.
Да, чтоб Вы тоже турист... приезжаете. Обязательно, почаще. обязательно. Мы адрес знаем, мы вас найдем всегда. Ну я, конечно, удивилась с гостиницы. Молодцы какие, да, построили? Высоко в горах, где ничего нету, отстроили гостиницу. Все есть. Я вам утром говорил. Лучше бы построили кошар, Да, да. чем гостиницу. Самый главный вопрос, Мурат, сколько стоит гостиница? Сказали, что вы ответственны за это. Мы там еще не закончили полностью, но там кое-какие мелочи остались, завершим. Ну вообще, сколько стоит? Так номер где-то 4000. 4000, да, номер будет стоить? А до сюда люди как доедут? На машине, вот по этой дороге, это хорошая дорога. Через язык тролля. Через язык тролля, там Ага. туда очень много туристов приезжает. со А всей если России. кто-то захочет приехать к вам в гостиницу, как они вас найдут? Ну вот там мы плакат поставим, что мы открылись, и оттуда они по дороге прямо. То есть они доезжают до язык тролля, ищут плакат, хоть как на гостинице называться будет? У Мурада? Не-не. Скорее всего, Актая. Тау. Актау это как город в Казахстане? Ак, Ну да. Актау. Ну Белая гора же Актау. Да. Здесь вы увидите страничку их инстаграма. Если кого-то заинтересует, подпишитесь. Вдруг вы когда-нибудь соберетесь в Нальчик, захотите провести время, как я, высоко в горах, посмотреть на яков, лошадей, поесть ячье мясо, то вам нужно будет обратиться к Мураду. Когда он откроется, выберет название своей гостиницы. Обязательно приезжайте. Здесь вы, Мурат, поставили бульон, да? У нас здесь ячье мясо уже почти готово. Да. Сейчас мы будем тоже этим угощаться. Качаю. Будем на нем корма раздавать. Я вообще люблю трактор. Я хочу свой дом и маленький трактор себе. Буду на нем ездить. УАЗики, невушки, трактор. Трактор, свяжись со мной, подарите мне трактор. Завод трактора. Да. Без проблем. Обязательно свяжитесь, срочно. Хочу себе трактор. И УАЗик хочу, и Ниву хочу. Еще много работы. Я практически, который попадающийся копейка только сюда уходит. А дома почти ничего не сделал. А вот, Даже ворота не поменял дома. да? А вот вы сыновьям говорили, что они без вас по миру пойдут и будут милостыню просить. До скольки лет вы им так говорили? Когда злой говорил, ну пару раз говорил, а больше не повторить. Столько поголовья успевать втроем, это, конечно, тоже не шутки. Более 2000 голов здесь есть. Да, да. Вы же видите, что они совсем справляются. Да, да, молодцы. Ваши сыновья... Просто хвалить я не хочу, а так со всеми успевают. Порой Мурат говорит мне: отец, вы 5-6 человек, когда колхозные стада пасли, говорит, вас 5-6 человек было, а мы втроем и справляемся. Я посмотрела, как работают ваши сыновья. Мне очень понравилось, как они слаженно работают, шустро работают. Вы их ругали, что они свои рации потеряли, посадили, батарейки не зарядили. А в итоге ваша, оказывается, канал Да, настроен. расстроенный был мой рация. Как быстро готовится мясо яка? Минут 10, наверное. А, быстро, да? Да. Я думаю, А когда яка резали? Вчера? Вчера? Да. Продаете ему мясо? Конечно. На продаже все? Не, ну, когда как? Если дома заканчивается, домой режем, если а так. На зиму На сколько продажу. яков съедаете вот за зиму? Честно? Можете обмануть, но лучше честно. Штуки 4, наверное. 4, да? 10. Это не считая овец, коз и так далее, чисто яка. А я люблю козлятину. Когда угли неконтролируемо становятся. Жалобно письма. Так. Все. О, все. Все. Artur'un patsani keltirib uarla qo'shxona bir jil. 12 tadan qo'shxona.
Летний период, даже туда на летние пастбища, туда тоже поднимем. Ну тогда дайте мне слово, что значит я приезжаю летом, и мы с вами идем на летние пастбища. Да, да, да. Я познакомилась вот с вашими сыновьями, они очень воспитанные, очень приятные. Я думаю, что у вас вся молодежь такая. Да, да, да. Лучше них. Да. Классика, лучше них. А вот когда вас отец не хвалил, вас это не обижало? Вот Нет. еще тогда, в детстве. Давайте попробуйте теперь. Пробуем. Не то, что воспитание. Слишком сильно. Слишком горячо, что ли? Все, готово. Да? Берчик Мурат Амина. Мама раз. Там у кабель, там. Не-не-не-не. Не качаться. Ой, Бежит, интересно. Вкусное мясо. Ничего. Какое мясо жирное, сочное. Я вообще люблю жирное мясо. Смотрите. Давайте я вам покажу, что есть на нашем столе. Взгляните, здесь у нас национальное блюдо лакумы. Здесь у нас шашлык, мясо як. Здесь у нас вареное мясо, тоже як. Здесь также лукумы. У нас очень богатый, мясной, шикарный стол. Сейчас мы будем все это пробовать, угощаться. Давайте, пока мясо горячее, пробуйте, пока шашлыки не остыли, надо все Марат, пробовать. поближе садись. Нормально. Садитесь сюда. Он говорит: Эльвира, ты садись на главное почетное место. Я говорю: не доросла еще я сопля, чтобы на почетных местах сидеть. Вы садитесь. Он говорит: я тоже не сяду, я буду тут сидеть. Вот. Не обсуждается. Вот. И не поспоришь, и ничего не скажешь. Потому что что? Боюсь спорить. А у вас вообще женщины за столом сидят? Нет? А в семье? В семье, конечно, сидят. А так, если даже свадьба, туда-сюда, Все отдельно сидят. женщины отдельно, мужчины отдельно сидят. Алал. Вкусно. Вкусное мясо яка. Вот такой вот у нас с вами вкусный стол. Лакуман попробуй-ка. Обязательно. Вакуумы, фишечки я люблю. Мы будем угощаться. Всем приятного аппетита. Скоро к вам вернемся. Вкусно как. Мясо вкусно. Взгляните, какое здесь мягкое мясо. Для этого даже нам нож не нужен. Хотя нам принесли. Мы будем почебаться. Сами можете, да? Между ребрами режьте. Да. Кости уберите, Мухаммад, она. Я буду грызть костей. Давайте кушать. Да. Все. Что за нож? Балкарский нож. Балкарский, да? Дорогие ножи у вас нет? Вот такой нож сколько стоит? 5-6 тысяч. 5-6 тысяч? Нормально. К нам еще присоединяется, конечно же, Алексей к столу. Да. Да. Теперь все вместе будем угощаться. Иришку тоже надо было позвать. Не хотели бы, я сказал. Вкусное мясо. Тем временем Мурат принес к столу бульон. Сильно очень горячий. Вкусный бульон. Сейчас мне пора ехать на следующую съемку. Мы с вами срочно меняем локацию. Говорим спасибо за такой шикарный, вкусный стол. Вам огромное спасибо. Я так рада, что я с вами познакомилась. Allah razı olsun, halal olsun. Anana süt kibik, anağızdan süt kibik halal olsun. Спасибо. Sağ ol. Вам большое вообще огромное спасибо. Замечательный человек. Вы сегодня со мной провели целый день. Я увидела, какой труд у чебанов. Я всегда знала, что это тяжелый труд.
Сегодня я убедилась в этом еще раз. Но благодаря вашим 3 помощникам, вашим сыновьям, у них в руках работа горит. Какие у вас мечты были, есть, чтобы они сбылись? Никогда, чтобы по дороге ваш железный конь не споткнулся и не захромал. Спасибо за такие слова. А еще с нами УАЗики свяжитесь, тракторы свяжитесь, Невушки свяжитесь. Что вам надо? Что у вас сломалось от УАЗика? Вот, УАЗик, свяжитесь, шкив нам надо срочно, а мне УАЗик надо. Мы с вами уезжаем в город с гостинцами, с мясом. Еще неделю буду есть. Очень рада знакомству с вами. Спасибо вам огромное. Пускай у вас все будет хорошо. Я еще приеду. Алексей, вам спасибо большое. До свидания. Рада знакомству с вами. Салам алейкум. Очень рада знакомству с вами. Большое спасибо. Желаю, чтобы у вас было море туристов, деньги лились рекой, чтобы все довольны отсюда уезжали. Название, когда придумаете, об этом нам тоже сообщите. Хорошо. Ну, вот знаете, какое хорошее название? Эльвирка там можно тоже. Вы здесь остаетесь? Спасибо вам большое. Рада знакомству. Действительно, достойные сыновья своего отца. Свой УАЗик доломали, теперь берем ваш. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, я вас познакомила с интересными, трудолюбивыми, прекрасными, добрыми людьми. Мы с вами сегодня провели целый день в горах. Друзья мои, помните, что вы у меня самые лучшие. Берегите себя, нажимайте лайки, пишите нам хорошие слова. Когда я читаю, знаете, как приятно? А как будет приятно этим людям? Помните, что вы мне самое лучшее говорила, но на всякий случай еще расскажу. А вот теперь пока-пока. Я поехала на следующую съемку. Пока. Природа, конечно, шикарная в Кабардино-Балкарии. Да, здесь Балкария, ну. Шикарная природа. Спасибо большое. Много чего принесла, слушай, там мне до того неудобно было, 2-3 коробки. Спасибо, это тебе подарок. Посмотрите, мне еще с собой дают в гостинце, дают тушенку. Мясо яка тушеное, да? Да, да. Его так же готовить, как баранину, варишь вкусное мясо, да? Да, конечно. Это с солью? Да, засолено, можно с картошкой, жаркое сделать. Жаркое? Или суп можно. Огромное вам спасибо. Я так рада знакомству с вами. Вообще вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Теперь мы с вами навсегда хорошие друзья. Да. Лучшие друзья, ладно? Аллах айта. Да, мы теперь самые лучшие друзья. Всегда будем ждать вас. Да, спасибо. Что надо будет, пишите, звоните. Сколько лет вы женаты? Уже 34. 34 года? Да. Когда у вас была свадьба? В какой день, недели, месяц? Сейчас проверим. Какого числа была свадьба? Я это не могу сказать. Ну, в январе, да? Да. В 89-м году. Помнит. А какие подарки вы... Хвалить нельзя ни в коем случае. Нельзя, мы поняли, хвалить нельзя. Это буду делать всегда я. Саволов. Пусть У Всевышний вас вас она захвалит. очень... Я вообще поняла, ваши сыновья в жену, да, добрые, мягкие. Они идут на нее. Да, хорошие. Мне так понравились ваши сыновья. Слава. Какие они В следующий воспитанные, раз какие с они дочкой добрые. познакомим, Аллах. Хорошо. Я говорю, очень добрые ребята у вас, очень воспитанные, порядочные. Ты тоже хорошенькая. Да, хорошенькая. Поэтому хвалит твоих сыновей, выходи. Желаю, чтобы у вас в доме было все хорошо, всегда был смех, улыбки, Взаимно. радость, баракат, чтобы у вас был, чтобы Сам приходили только хорошие люди. Ну все, мы с вами прощаемся. Ну, у нас Давай. есть телефоны, мы увидимся. Аллах. Счастливо. Пока-пока. Счастливо вам. И вам счастливо.